1999 год. Джейсон Витхэм, известный также как Crazy J, создает Stickpage, сайт, на котором выкладывались анимации, игры, в общем, все такое связанное со стикменами. На данный момент сайт уже почти 3 года, а точнее 2 года и 9 месяцев, как мертв. Что, конечно, крайне печально, но мы сюда не скорбить пришли. За все свои 22 года существования Stickpage и другие сайты, но о них позже, подарил нам вместительную водонапорную башню с кучей талантливых аниматоров внутри. В данном видео я бы хотел разобрать, кто вообще такие стикмены, какими они бывают, рассказать об одних из, как по мне, важных, значимых стикмедиа-проектах и, хоть и не подробно, но объяснить их. В общем, как можно легко и кратко познакомить вас с палочным миром. Меня зовут Алексей. Добро пожаловать на мою ванную лекцию по стикмедиа. Стикмены. Что первое вы себе представляете, когда слышите это слово? Может быть, что-то такое упрощенное? А всегда ли они должны быть такими? Нет, стикмены могут рисоваться как по-разному. По мере просмотра вы в этом убедитесь раз 10. Поэтому волноваться о том, что вы рисуете стикменов как-то не так, не нужно. Все зависит от вашего стиля и предпочтений. Насчет этого высказался. Теперь можно перейти и к самим стикменовским проектам. РХГ-баттлы — это соревнования между дуэлянтами. Чаще всего предоставлены в виде анимации. Но также стоит отметить дуэли в виде комиксов и письменные дуэли, кое гораздо меньше. Как работают эти битвы? Один аниматор вызывает другого на дуэль. Когда второй принимает вызов первого, то они оба анимируют стикфайт. Победители выбираются с помощью опросов. Кто набрал больше голосов, тот и победил. Победить дуэлянт может и без этого вопроса. В том случае, если его соперник откажется анимировать свою часть. Само РХГ было создано Мэттом Калвертом, владельцем Stick Figure Dev Theater в 2002 году. Тогда оно еще называлось SDA. Stick Dev Arena. Кстати, сайт с FTD все еще можно поизучать. Правда, только в Wayback Machine. Позже Трэвис Стоун Стивен попросил Мэтта разрешения воссоздать SDA с небольшими изменениями и переименовать это все в РХГ. Так оно и зародилось. Какой же РХГ Battle был самым первым? Окунемся в историю создания Rock Hard Animes. Сайт, который в будущем будет известен как Food Animes. Стоун создал этот сайт примерно в 2005, когда ему было всего-то 15 лет. Предыдущую версию сайта Rock Hard Animes пришлось снести из-за непорядка на серверах в 2006 году. Так, что же там с первым РХГ Battle? На самом деле я все еще не уверен, какой из них точно был первым. Но я думаю, это все-таки тот, что вы сейчас видите на экране. Он датируется 4 ноября 2006 года. После того, как Fluid Anime закрылся, я пытался найти новое место, куда можно было бы пристроиться. В конце 2012 года он снимал Hyun's Dojo, сайт и канал которого живут по сей день. Я мог бы продолжить говорить и про лор самого Hyun's Dojo, и про лор дуэлянтов РХГ. Тогда у меня просто-напросто кончатся силы и мотивация, сохраненные для других пунктов видео. Обязательно расскажу обо всем этом подробнее, но не сегодня. В этом разделе я совместил сразу несколько стикмедиа-проектов. В основном самых культовых и популярных. Мне просто показалось, что разбирать каждый по отдельности будет нудно и долго. Поэтому сейчас мы начнем с спидран. Янги Стикмен создан Маркусом Брамандером, также известным как Puffballs United. Первая игра из серии вышла в 2008 году и называлась Breaking the Bank. Раньше этой игры, а точнее 16 декабря 2007 года, вышла Crossing the Pit. Но мы ее не считаем, так как она не является игрой из этой серии. Но все равно стоит упоминания, как зародительница идеи. Всего со Стикменом вышло 5 игр и 1 ремастер, Game Stickman Collection, вышедший 7 августа 2020 года. Устройство игры крайне простое. Тыкаете на выборы, смотрите, что происходит, пытаетесь прийти к концовке, или если вы отбиты наглухо, или гений, то еще пытаетесь собрать все достижения. Fancy Pants Adventure, создана Брэдом Боуном, 14 марта 2006 года. Fancy Pants Adventure — это 2D-платформер, сделанный во флеше. Всего в серии 5 игр, из которых 3 мира, 1 ремастер первого мира, Fancy Snowboarding, я даже не знаю, как правильно это описать, придумайте описание сами, и 4-й мир, находящийся в разработке уже, большое количество времени. Johnny Rocket Fingers, создан Райаном Хаттом.
Первая игра была выложена на Newgrounds в 2003 году и представляла собой Point and Click Quest. Кстати, вполне себе занимательный. Правда, с долей черного юмора. Особенно вторая часть. С Джонни есть всего 2 игры, вроде как. От первого очень сильно веет Newgrounds нулевые, что неудивительно. Еще и саундтреки подобраны сочные. Stick Figures. Анимационное шоу, созданное анимационной студией Six Point Harness и компанией Mondo Mini Shows, которая, кстати, подарила нам Happy Tree Friends. Да, я тоже немножко удивлен. Главными героями этого произведения являются Blue и Red. Почти полная противоположность друг друга. Но, тем не менее, хорошие друзья. И враги, и соседи. Одновременно. Шоу довольно веселое и сумбурное. Люблю произведения такого типа. Честно, хотелось бы как-то подробнее разобрать вам Stick Figures. Но не в этом видео. Да и только если вы сами в этом заинтересованы. Творчество Алана Беккера. Алан Беккер – талантливый американский аниматор, который прославился за счет своих видео со стикманами. Первым видео, нарисованным во Flash, стал аниматор против анимации. Выложен на Newgrounds 3 июля 2006 и на YouTube 14 мая 2007 года. Самым популярным его проектом является анимация против Майнкрафта, чтоб ей неповадно было. Также у Алана есть еще один канал, на котором он вместе с друзьями играет в различные игры. Манекен Онлайн. Серия RPG-игр, состоящая из 4 частей, играбельная из которых является вроде как только 4-й. Структура игры как в обычном RPG, что не очень-то удивительно, потому что создана на 4 была в RPG Maker. Мир Манекен Онлайн довольно интересный, и история тоже захватывающая. Больше ничего сказать не могу, чтобы обойтись без спойлеров или типа того. Одним словом, но фанатов на 4 я боюсь. Это даже и не половина того, что я хотел бы вам рассказать. Мир стикманов до ужаса разнообразен. Я готов разобрать для вас каждый стик-медиа-проект, который я знаю. Вы только скажите, нужно вам оно или нет. Данное видео, но то и введение, что я только ввожу вас в курс дел. Все, о чем я сейчас рассказывал, лишь крупица от всей информации, которую можно вам поведать. На этом моя лекция заканчивается. Но поверьте, мы еще с вами встретимся.